От пациента. В 2018 году был разрыв тела латерального мениска третьей степени, параменисковая киста 2,0 на 0,8, дегенеративные изменения передней крестообразной связки. На рентгене участок локального вздутия кости и остеопороза 1,5 на 1,0 в области медиального мыщелка бедренной кости. Остеохондрома под вопросом в области проксимального метафеза малой берцой кости 0,9 на 0,6. В течение 4 последних лет боли после нагрузки. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 20 лет, дата исследования 11 января 2025 года. Область исследования – правый коленный сустав. Представленные томограммы субоптимального качества, толщина сканов до 5,5 мм. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. В медиальном мыщелке бедренной кости НА-100 3 мм. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется минимальное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Пателофеморальное сочленение без особенностей. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа Павайбек. Индекс инсалсалвати 0,9. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Признаки отека – разволокнение передней крестообразной и латеральной коллатеральной связок. Признаки частичного разрыва – отека внутри и вне суставной связки, задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника, медиальные и латеральные удерживатели надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом разрыва на одну поверхность мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, в передних отделах его визуализируется параменисковая киста размером 19 на 14 на 7 мм. Заключение МР. Признаки отека, разволокнения передней крестообразной и латеральной коллатеральной связок, разрыва медиального мениска 3 степени Пастоула, дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, параменисковой кисты латерального мениска, минимально выраженного синовита, правого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 19 января 2025 года. КМН, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть минимальный разрыв 3 степени медиального мениска, скопление минимального количества жидкости в сустава. Все это дает боли, дискомфорт. Каких-то опухолей костей и мягких тканей в зоне сканирования нет. Вам нужно к травматологу для определения дальнейшей тактики лечения.